Добрый день, друзья, товарищи! С вами обзоры и тесты от Бородача. И я продолжаю тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. И сегодня у меня на обзоре такой не очень распространенный, не очень известный препарат, как Зидена. Препарат, повторюсь, неизвестный, точнее не так широко известный, как его аналоги, но тем не менее он может нам очень сильно пригодиться. Зидена — это родственник таких препаратов, как Виагра, Сиалис и другие, но родственник по другой линии, по корейской линии. То есть Виагра, Сиалис — это препараты американские, Зидена — это препарат южнокорейский. Итак, что же это такое, с чем ее едят, эту Зидену, мы сейчас и рассмотрим. Поехали! Итак, Зидена – это препарат для улучшения мужских функций, по-нашему говоря, для хорошего стояка. Если у вас с этим проблемы, производится он в Южной Корее, так что это вполне фирменный и хороший препарат. Действующее вещество в нем – это уденофил. Это родственник и прямой конкурент таких препаратов, как Виагра, допустим, но менее разрекламированный, менее известный, но от этого не менее эффективный. И по многим параметрам он, допустим, ту же Виагру превосходит. Но об этом я чуть позже расскажу. Работает он следующим образом, как и все средства подобного типа. Расширяет сосуды, точнее способствует расширению сосудов. Если мужчина увидит на своем пути красивую Машку с большими вот такими вот глазами, то его маленький дружок Василий, если он, конечно, мужчина, принял Зидену, наливается кровью. Если не принял Зидену, наливается кровью, но менее качественно. То есть Зидена, ну и все средства данного типа способствуют расширению сосудов и более качественному наливанию кровью нашего дружка. От этого он встает в свой полный рост и лучше выполняет свои функции. Ну, надеюсь, понятно объяснил. Упаковки Зидены у меня с собой нет, показать не могу, потому что лет 5 я уже ей не пользуюсь. Есть более приемлемые и по качеству, и по ценам варианты. Мои старые зрители о них знают. Но тем не менее могу показать фотографию. Вот так вот выглядит сама упаковка Зидены и таблетки. Итак, сколько стоит? Зидена продается в аптеках в разных упаковках по одной, по две и по 4 таблетки. Дозировка таблеток всегда одинаковая, 100 мг. Цена за одну таблетку получается около 800 рублей. Это чуть дороже, чем Виагра, но тем не менее дешевле, чем Левитра и очень сильно дешевле, чем Сиалис. Не знаю, есть ли индийские аналоги у Зидены. Лично я не встречал, но может быть уже появились. Но скорее всего нет, потому что лекарство не очень известное, не очень распространенное. Так что дешевле купить не получится. Зидена, как и все остальные таблетки такого типа, пьется примерно за 40 минут до ваших предполагаемых постельных приключений. За это время она успевает впитаться в кровь и начать действовать. Вот та самая дозировка в 100 мг, которая содержится в одной таблетке, это на самом деле большая дозировка, хорошая дозировка. Она рассчитана на людей с большими проблемами со стояком. Если у вас есть свой собственный стояк, и вам надо так его немного поддержать, для уверенности, так скажем, то вам совсем не обязательно пить целую таблетку. Можете пить половинку, можете пить четвертинку. Короче, чтобы сэкономить, можно делить таблетку на несколько частей и подбирать дозу индивидуально под ваши конкретные личные потребности. Эффект от Зидены длится около 8 часов. Он не такой сильный, как от Виагры, но примерно такой же плюс-минус, как от Сиалиса. Но есть большая разница в побочных эффектах от этих препаратов. Как вы знаете, все препараты для стояка имеют те или иные побочные эффекты. Они у всех разные, потому что действующее вещество в этих лекарствах разное. Чувствительность у всех людей разная, организмы у всех разные. Поэтому побочные эффекты у всех индивидуальны. Кому-то подходит одно, кому-то другое. Но хочу сказать, что по сравнению, допустим, с Виагрой, побочные эффекты у Зидены
намного ниже. Какие они конкретно, читайте инструкции или проконсультируйтесь с лечащим врачом. Стоит ли вообще пить Зидену? Ну, лично мое мнение, то, что нахрен она не нужна. Да, она, конечно, лучше, чем Viagra, но тем не менее она хуже, чем Cialis. Да, она, конечно, в 2 раза дешевле, чем Cialis, но мы знаем с вами, где купить Cialis по нормальным ценам. Единственный вариант, когда можно принимать Зидену, это когда вам не подошли все остальные препараты, то есть вы попробовали Viagra, попробовали Cialis, попробовали Levitra, и они вам не подошли по побочным эффектам. Вот тогда стоит попробовать Зидену, потому что организмы у всех индивидуальные, лекарства на всех действуют индивидуально. И если Viagra, Cialis, Levitra вам не подошли, то в принципе Зидена может помочь. Можно попробовать. Ну а вывод, друзья, делаем такой. Зидена — это хороший рабочий препарат. Это не какое-то говно, это нормальный препарат. Я его много раз тестировал, мои зрители пили, все остались довольны. Почему я его не рекомендую? Потому что есть препараты современней и лучше. Но это мое мнение, вы можете попробовать и составить свое. Ну а теперь, друзья, небольшая информация. Внимание! Во-первых, становитесь спонсорами моего канала. Это недорого, всего лишь 50 рублей в месяц. Но эта сумма, если наберется довольно много спонсоров, данные суммы позволят более качественно, более сочно развивать мой канал. Придется покупать новые препараты, тестировать их. В общем, будет много нового интересного контента. Дальше. Предлагайте темы для роликов. На какие темы вы бы хотели, чтобы я снял новые ролики в будущем? Я не обещаю, что я все сниму, что вы предлагаете, потому что не по всем темам мне есть что сказать, не во всех темах я разбираюсь. Но, по крайней мере, идеи какие-то вы предложить имеете право, и мы их рассмотрим. Если наберется много лайков, если мне есть что по этому поводу сказать, то я сниму обязательно сюжет. Вот пока у меня вот такие вот 3 темы в этом watch-листе, то, что я рассматриваю. Это вредны ли таблетки от давления для потенции? Довольно частый вопрос возникает. Аудитория у меня в основном мужчины старше 45. Вот для них этот вопрос актуален. Есть что по этой теме у меня сказать. В ближайшем будущем, по всей видимости, сниму по этой теме сюжет. Дальше. Вредно ли кофе для потенции? То же самое. Тоже обязательно снимем. Тема интересная. И какая диета рекомендуется при простатите? Вот на эти темы я обязательно в самом ближайшем будущем сюжеты сниму. Ну а вы предлагайте в комментариях, пишите свои темы, на которые вы хотели бы, чтобы я снял сюжет. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все, всем пока. И да пребудет с нами сила. Та-да-фила!